Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Дора, и сегодня в нашей игре Toca Boca World вышло новое обновление. Да-да, теперь наша игра называется именно так. И если вы могли заметить, то разработчики изменили даже логотип. В общем, в креаторе у нас появился еще один набор мебели, который связан с творчеством. Домик, к сожалению, нам не добавили, но тем не менее, обновление должно быть очень масштабное и красивое, особенно смотря вот по этому короткому видео. Вроде бы недавно нам добавили новую мебель, и вот снова разработчики сделали обновление. Это, конечно, все очень круто, но, если честно, я уже соскучилась по новым локациям, и хотелось бы, чтобы разработчики добавили что-то новенькое, но не только в креатор. Ну а сегодня я хочу сделать обзор на это обновление, посмотреть, какие новые предметы вообще добавили, и узнать, стоит покупать этот набор или все-таки нет. Так что, если вам стало интересно, то скорее заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки, но мы начинаем! Как я уже сказала, новый домик нам не добавили, поэтому я зашла в случайный, и сейчас мы будем смотреть новые обои и покрытие для пола. Так как это набор для творчества, здесь все такое яркое и красочное, и мне на самом деле это очень нравится. Переходим в раздел спальни. В кровати нам ничего не добавили, а в тумбочках у нас появилось 3 белые тумбочки разного размера. Также деревянный столик и маленький органайзер на колесиках. В картины нам, во-первых, добавили вот такую табличку, которая предупреждает, что трогать нельзя. Также нам добавили пробковую доску с какими-то ярлычками. Если честно, я не поняла, что это, но достать их нельзя. Добавили вот такую большую ковровую вышивку, милые зарисовки животных и также маленькие картиночки. В разделе с полками нам добавили веревочку, на которую можно прикрепить свои рисунки. Большой стеллаж, а также полку, испачканную в краске. Вот такие красивые ковры нам добавили в этот набор. 3 больших и 1 маленький с бабочкой. Новых штор у нас никаких нет, и последний раздел — это шкафы, в которые нам добавили большой испачканный стеллаж. Ванная комната. Сюда нам добавили только 2 пар пятен на пол и на стены. В остальных разделах, понятное дело, ничего нету, поэтому мы с вами переходим к кухне. В разделе для холодильников и гарнитур тоже ничего. А вот в столовые приборы нам добавили такую вот бутылочку, 2 очень красивые кружки и маленькую банку. В столах теперь также есть испачканный стол в краске, полотно для натюрмортов, то есть сюда ставят какие-то предметы и потом их срисовывают. И еще бирюзовый стол. В стулья добавили 2 вот таких стула и 1 табуретку. Новых продуктов у нас нет, а в напитки добавили вот такой графин и красивый чайник. Следующий раздел — это у нас с вами гостиная. Сюда нам добавили такие же карточки, которые были на пробковой доске, только теперь не все скреплены вместе. Добавили подушки в виде ластика и карандаша, а также розовую вазу. В этом разделе появилась вот такая, если можно сказать, большая статуя в виде собачки, стремянка, штучка, которой можно огораживать свои шедевры, и мольберт, но почему-то без холста. В диваны нам добавили только маленькое кресло и пуфик в виде арбуза. Чтобы показать освещение, я сейчас даже специально сделаю ночь. Нам добавили вот такую настенную лампу, прожектор, 1 черную и 1 белую люстру. А еще посмотрите на вот эту гирлянду с кристалликами, она очень красивая. А также добавили маленькую кольцевую лампу. Дальше смотрим растения. Первое, что нам добавили, это вот такое подвесное растение. Растение на колесиках, в чайной банке, в вазе и просто букетик. В коробках у нас тоже появилась 1 деревянная коробка. В раздел для животных и для праздника, к сожалению, ничего не добавили. Теперь переходим в раздел, в котором добавили больше всего вещей. Во-первых, в технике появился графический планшет. Смотрите, тут даже есть ручка, с помощью которой можно на планшете вот так рисовать. Рисунки также можно переключать, их тут довольно много. Также нам добавили обычный синий телефон, планшет с клавиатурой для писательства. А также есть наборчик для видеоблогеров, ну или стримеров. Вот такая камера и микрофон. Странно, что в музыку ничего не добавили, но вы только посмотрите на вот это. Просто огромнейший мольберт, на котором можно самим рисовать. Выбирайте любую кисточку, цвет, размер, а дальше рисуйте свои собственные картины. А потом, если вам понравится, то можете даже распечатать и повесить себе на стену. Блин, мне кажется, это очень круто. Единственное, тут нет пластика или кнопки отмены, поэтому, чтобы все убрать, придется закрашивать белым цветом. Но если вы не хотите рисовать, в креаторе есть уже 4 созданные картины. Точнее, почти созданные. Если вы на них нажмете, то сможете дорисовать. Также у нас появилась банка с кисточками, краски в тюбиках и палитра. Вообще красок нам добавили очень много, например, вот эти краски в банках с 6 цветами. А еще хотите прикол? Если вы прольете эти краски на картины, то вы сможете их испортить. Так что будьте аккуратней. Также добавили вот такую штучку, если знаете, что это, напишите в комментариях. Снова краски, но уже в баночках поменьше. Мне кажется, что это гуашь. В этом наборе добавили очень много видов творчества, даже гончарное дело. Смотрите, в креаторе у нас есть 6 кусков глины, а также гончарный столик. И если на эту глину нажать, то можно в несколько этапов сделать какую-нибудь фигурку. И если вы заметили, то эти фигурки довольно бледные, поэтому нам нужно достать специальный аппарат, чтобы эти фигурки обжечь. Закидываем туда гусеницу и посмотрите, какая она теперь стала яркая. Так, я закинула туда все фигурки, и теперь можно увидеть, какая у меня получилась красота. Еще нам добавили какие-то инструменты, скорее всего, это тоже для гончарного дела. Для тех, кто любит шить, также добавили предметы: швейная машинка и нитки. А из вот этих кусков ткани можно сделать очень красивую одежду для швеи. Вот так она смотрится на персонаже.
сантиметр, манекен, на который можно повесить одежду, пистолет для пряжи и сама пряжа. Кстати, если 2 раза нажать на пряжу, то свяжутся очень красивые фигурки, которые потом можно будет повешать на стену. Еще добавили клей в красивой упаковке и бумагу для оригами, из которой можно сделать фигурки. В разделе для постеров находятся 3 рамки для ваших шедевров картин, ну и, конечно, сами постеры, их 4 и даже есть Мона Лиза. В канцелярию добавили 2 маленьких листочка с рисунками, и их тоже можно дорисовать. Ну и, конечно, саму канцелярию сюда тоже добавили, а также маркеры и органайзер с принадлежностями. Там внутри всякие ручки, карандаши и так далее. О, ну вы только посмотрите, какой красивый черный блокнотик со всякими записками. И последний раздел, в который нам добавили всего 2 очень милые игрушки. Больше, к сожалению, нам ничего не добавили, в разделе для сада тоже ничего нет, так что давайте теперь перейдем к итогам. Итак, хоть набор и довольно маленький, но мне он очень понравился. Добавили классные предметы, и если вы или ваши персонажи занимаются творчеством, то обязательно покупайте этот набор. Но больше всего мне, конечно, тут понравилось гончарное дело и мольберт, на котором можно самому рисовать. В общем, моя оценка где-то 10 из 10, а вы обязательно пишите свою оценку в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну а на этом все, не забудьте подписываться на мой канал, ставить лайки, а также писать приятные комментарии. А еще обязательно смотрите мои другие видеоролики, потому что они тоже очень интересные. Всем огромное спасибо за просмотр, я всех очень сильно люблю и всем пока-пока!